Здравствуйте, меня зовут Лариса Ленинская. Сегодня мы раскроем один из секретов восточных красавиц. Весь мир восхищается гладкой фарфоровой кожей японок, китаянок или Вьетнама. В чем же их секрет? Один из их секретов состоит в том, что для умывания они используют не просто гель и молочко для умывания и тоник, но еще спонж коньяк. Так вот выглядит мой спонж коньяк после почти 3 месяцев использования. А вот совершенно новый спонж коньяк в упаковочке. Видите, пористая такая структура у него, довольно мягкая, волокна. Как им пользоваться? Что он собой представляет, для чего он нужен? Спонж коньяк используют для умывания. Он прекрасно отшелушивает омертвевшие клеточки кожи. Он особенно необходим тем, кто настолько занят, что не может выкроить себе 2-3 минуты в неделю, чтобы провести процедуру пилинга, очистить лицо от омертвевших клеточек. Спонж полирует лицо, делает кожу более гладкой, очищает наши поры. Заменимая вещь в арсенале любой красавицы. Как им правильно пользоваться? Во-первых, спонж необходимо намочить перед применением. Если ни в коем случае не надо его мочить под потоком воды, лучше это сделать, опустить его в теплую водичку, он сам увлажнится и питает необходимое количество влаги. Размягчаться. Можно применять 2 способами спонж. Можно непосредственно на влажный спонж нанести молочко для умывания или гель для умывания. Причем он достаточно экономно использует это средство. Раза в 2-3 меньше вам потребуется средство для умывания, чем если вы будете умываться непосредственно только молочком или гелем. Большое количество вы наносите гель для умывания. Прекрасно вспенивается. Кстати, более пенный. Либо второй способ применения. На уже вымытое лицо с гелем для умывания и также очищенное тоником, влажным спонжем просто как мочалочкой протираете лицо. Видите, что спонж стал более мягкий, увеличился в размере, как отлично пенится. Вот, замечательно. И таким средством очищаете себе лицо. Размок, довольно-таки заметный размок стал больше. Также скажу, что использоваться спонжем коньяк ежедневно нет никакой необходимости. Используется он 2-3 раза в неделю, не чаще. Время использования спонжа коньяку 3 месяца, если используете для лица. А затем его очень жалко выбрасывать, скажу честно, и многие мамочки используют его просто как мочалочку для деликатного отшелушивания во время приема душа или ванны своим малышам. Ну, также тоже можете использовать как мочалочку, отличная мочалочка, Что же, из чего же добывают спонж коньяком? Спонж, его добывают из корневища, такого луковичного вида корневища, такого растения, как Аморфофалус коньяк. У этого растения существует несколько названий. Его называют еще цветком вуду, его называют тигровой пальмой, называют языком дракона. Очень необычно цветет это растение. Различные виды Аморфофалуса коньяка существуют в мире. Есть гигантские представители этого вида, когда размер цветка достигает больше 2 метров в высоту. Выглядит он довольно устрашающе. Тем не менее, в Японии, в очередь, в Китае, это область произрастания этого растения в тропических зонах, во Вьетнаме, на Шри-Ланке, в Восточной Азии. Его ценят за декоративные качества, а также за то, что это растение при измельчении корневища этого растения получает муку и использует ее в кулинарии. Она обладает таким желирующим свойством традиционной китайской и японской кухни. Также ученые заметили такую закономерность, что
при использовании муки из фауса коньяка она обладает свойствами очищения кишечника. Также в борьбе с раковыми опухолями тоже способствует. Ну, есть такая особенность этого растения, что во время цветения цветы выделяют отвратительный запах гниющего мяса, на этот запах слетаются мухи, и таким образом происходит процесс опыления. Так привлекает растение к себе мух. Ну так, я для общего развития рассказала вам, что это за уникальный цветок и что же он собой представляет. Сами корневища, с которых делают спонжики, они довольно крупные, 20-30 см, такой более приплюснутой формы. И волокнистого содержания, из них делают эти спонжи. Сами спонжи коньяка могут быть различные, в различном виде они выпускаются. Могут быть и в сухом виде, как в компании T&M, могут они быть и во влажном виде. Лучше, конечно, приобретать спонжики в сухом виде, они будут дольше по времени вам храниться, сможете взять их даже в влажном виде, ну, месяц максимум до применения спонжиков. Также могут быть различными пропитками спонжа коньяка. В нашем случае без каких-либо пропиток натуральный спонж коньяка. Если же вы скажете, что дорого и, как всегда, захочется приобрести что-то подешевле в китайском интернет-магазине, ваше право, вы можете это сделать. Но помните, что дешевые спонжи, они быстро, во-первых, выходят из строя, они расслаиваются, у них более крупные поры, то есть не так хорошо вы свою кожу не полируете этими спонжиками. Поэтому решайте, как всегда, вам, с какой платят граждане. То есть мы еще никого не понимаем, постоянно это доказывать. Еще также хочу сказать, видите, отдельно, что вы можете обратить внимание, что спонж коньяка на упаковке «Экосфера». Да, он входит в состав экопродуктов компании T&D. При средствах, полученные от продажи спонжа коньяка, в том числе идут на высадку хвойных растений на территории России, на территории Беларуси, на территории бывшего Советского Союза. Таким образом, компания T&D заботится не только о нашей красоте, но и о том, чтобы легкие планеты леса увеличивались в своем способном содержании на нашей планете. Думаю, вы полюбите при применении спонж коньяка. Умываться с ним просто одно удовольствие. Он как замечательно пенится. Поэтому пользуйтесь на здоровье. И кожа ваша будет не хуже, чем у восточных красавиц. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.